В свете последних событий настало время нам поговорить с вами о серьезных вещах, о том, что многие отрицают уже долгие годы, и о том, на что некоторые упорно не хотят обращать внимание. В частности, это касается соло и от 7 фанатов, которые предпочитают закрывать глаза на все громкие послания от Чимина. Включаем мыслительный процесс на максимум, открываем глазки и принимаем во внимание все действия и слова Чимина, которые дают нам некоторое понимание о его личности. Перед тем, как мы начнем рассуждать обо всем по отдельности, хотелось бы отметить, что в мире существует множество ориентаций, и далеко не каждый человек способен разобраться в себе самостоятельно, что уж говорить о посторонних. Мы не будем вешать какие-то конкретные ярлыки на Чимина, и лишь попробуем рассмотреть несколько вариантов из существующих, которые не без основания подходят именно ему. Первое, чему хотелось бы уделить внимание – повадки и манера речи Чимина. Многие не торопятся обращать на это совершенно никакого внимания, и очень зря, потому как только лишь при понимании всех деталей можно без искажений видеть всю картину целиком. Манера речи и тембр голоса в основном мягкая, робкая, спокойная и больше похожая на мурчание котенка. Голос Чимина, его истинный, не притворно поставленный, либо эмоционально окрашенный, а расслабленный и непринужденный, его обычный будничный тон, которым он разговаривает с нами, к примеру, на лайвах. JK, 어준다고 합니다. Bye-bye. Его голос касается ушек, словно мед, он ласкает слух и, подобно колыбельной, убаюкивает нас. Будничный тон Чимина, сладкий. Дальше о повадках Чимина, потому что не только манера речи делает его тем, кем он является. Все вы наверняка замечали то, как любит Чимин носить верхнюю одежду, куртку, либо кардиган, скинув ее с одного плеча. Вы можете подумать, что это случайно, и одежда просто постоянно спадает с его непослушного плеча. Но так ли это? Чимин тот человек, который будет смотреть на вас томным взглядом, слегка приоткрыв свои пухлые губы, со спущенной кофтой с одного плеча, и будет чувствовать себя при этом самой сексуальной кошечкой. Это и есть та самая феминность, о которой мы говорим, присущая ему с тех пор, как он перестал следовать своему фальш-образу, навязанному всем им, мемберам, в дебютные времена. Такое поведение не очень характерно для гетеросексуального мужчины. К примеру, вы когда-то видели, чтобы тот же Намджун вел себя так же манерно, если этого не требует его эфирное время? И ведь сейчас речь даже не о сексуальной ориентации Чимина, а об его идентичности, но обо всем по порядку. Дальше, вкапываясь глубже в тему его феминности, не менее важными являются еще несколько факторов. Стиль одежды Чимина, выбор поз для фото и, собственно, выбор самих образов к фотосессиям. Говоря о стиле одежды Чимина, я имею в виду его личные предпочтения в одежде, а не подбор от стилистов. Чимину наплевать на гендерность, когда он подбирает для себя гардероб. Именно поэтому мы часто можем видеть на нем женские атрибуты одежды, будь то пуловер от Шанель или же та самая куртка, которая не спадала с его плеча. Сюда же в копилку наших размышлений хотелось бы добавить выступление Чимина Филта, где при взаимодействии с манекеном он примеряет на себя женский образ. Шарф, шляпка, халат, который он снимает с манекена, оказываются на нем. Чимин танцует, примеряя на себя то женский, то мужской образ, и стоит ли напоминать строчки из песни «Выбери свой фильтр, какой я нужен тебе». Еще хотелось бы отметить надписи на руках Чимина в фильтре «Элэ Чебра» и «Арканос». Элэ Чебра очаровательный и соблазнительный,
Арканос – хранитель секретов, загадка, тайна. Если обратить внимание на тип слов, можно понять, что Илэчбра отсылает к нежности и феминности. Само прилагательное также написано в женском роде, тогда как Арканос – качествам, которыми определяют мужчин, прилагательное в мужском роде. Добавим ко всему этому сумасшедший смоки айс, и вуаля, мега-гетерский образ готов. Фотосессии. Здесь все просто, здесь не нужно лишней лирики. Просто посмотрите на эти фото и представьте на его месте Юнги или Намджуна, не знаю. Фотографирует фотограф, позирует модель. Для Чимина, естественно, примерять на себя женственный образ. И нет, это не делает его женщиной, он все еще прекрасный мужчина со своими феминными флюидами. Кстати, отдельным пунктом о женском одеянии, подобранном именно стилистами, хочется процитировать слова самого Чимина. Чимин думает, что выглядит красиво, одеваясь в женскую одежду. Чтобы увидеть в Чимине феминность, достаточно посмотреть на его последнюю фотосессию к альбому Face, где, казалось бы, уже последний скептик должен был сказать «сдаюсь». Но чему здесь удивляться, некоторые после фото в фолио упорно держат глаза закрытыми. Вашему вниманию 3 фотосессии, когда Чимин выразил себя посредством фотографии для Army Zip, альбома B и фото фолио Me, Myself and Чимин, где он либо озвучивал собственные идеи персоналу, либо принимал непосредственное участие в разработке концепций. Ни для кого не секрет, что идеи для росписи на руках Чимина принадлежали именно ему. Если вы следите за официальным контентом, вы это знаете. Его слова из закадровой съемки дополнят картину понимания. Это то, что я не мог выразить раньше. У Чимина впервые появилась возможность выразить себя, и он сделал это таким образом. Знак бигендерности, который изображен на его руке, по личной инициативе Чимина, дает нам полное право рассматривать бигендерность как один из возможных вариантов его идентичности. Также не случайным образом на постере оказалось именно это фото, где так хорошо видно этот символ, который Чимин будто бы умышленно демонстрирует нам всем. И нет, это не было сделано в поддержку сексуальных меньшинств, потому что фильм не о них, он о Чимине. Это называется самовыражением, о чем он и сказал за кадром. Для вашего понимания о бигендерности и статьи журнала Pure. Быть не таким, как все, быть другим – это не есть что-то плохое. Это не болезнь и не проказа. Это не мешает абсолютно никому и не делает человека плохим или недостойным. Понимать это очень важно. На что нам следует обратить внимание в этой фотосессии? Так это на свободу в выборе эстетики для собственной комнаты. Слова Хосока. У каждого были свои идеи по поводу этого. Мы все придумывали комнаты и аутфиты. Слова Чимина. Я сказал, что хочу много цветов. Я думаю, мы скорее сделали комнаты мечты, чем комнаты, в которых мы живем. Естественно, мемберы не сами украшали свои комнаты, не прорабатывали все детали, как это было при работе над фотофолио, но основная идея исходила именно от них. Почему стоит обращать внимание на эту фотосессию? Потому что она выбрала в себя максимум феминности Чимина, плюс намек на ту же бигендерность. Это и его любимая оголенная плечика, и максимально цветочный образ, даже серьги, цветок и яркий смоки айс. Последние 2 пункта – это и есть намек на бигендерность, так как яркий макияж и серьга, цветок, лишь на одной части его лица. Декорации, конечно, потрясающие, но самый прекрасный цветок среди них – это Чимин. Эту фотосессию смело можно считать проявлением утонченности, нежности и феминности Чимина.
Эта фотосессия является самой важной частью в понимании его сексуальной ориентации, и, пожалуй, именно она ставит все точки над «и». Почему она так важна? Начиная от аксессуаров и заканчивая обложкой для самого фотофолио, все было проработано до мельчайших деталей самим Чимином. Ничего не было сделано случайным образом, все акценты были грамотно расставлены, отображая его внутренний мир. Очень хотелось бы, чтобы люди, называющие себя его фанатами, не пропускали мимо ушей его слова о работе над этим проектом. Это может быть мой цвет. Я хотел показать вам различные стороны себя. Только одна эта фраза должна была искоренить все мнения в стиле, он сделал это в поддержку ЛГБТ, но, к сожалению, гомофобное общество будет все отрицать, и слова самого Чимина, и его желание быть с нами честным и открытым. Одна из концепций, на которую стоит обратить особое внимание, расположилась именно на обложке фотобука, и именно эта часть его внутреннего «я» отсылает нас к мыслям о бисексуальности Чимина. Огромные буквы, слагающие имя Чимин, красуются на фоне оттенков бисексуальности. ЛГБТ-футболка на Чимине также не случайно выбрана именно для этой главы. Импровизированные татуировки Free Love, свободная любовь. А нужно ли говорить что-то еще? Очередное громкое событие, которое добавляет уверенности в мыслях о бигендерной идентичности Чимина, это его сольный альбом, где в клипе и хореографии на заглавную песню «Like Crazy» он отлично это выражает общей идеей и замыслом. Перед тем, как описать несколько моментов из клипа и хореографий, хотелось бы снова сослаться на слова Чимина из его интервью для журнала Vivers в 2022 году, касаемых его сольной деятельности. Итак, мы понимаем, что Чимин хочет показать нам что-то более откровенное о себе, и многим просто не хватает смелости посмотреть правде в глаза. Как в клипе, так и в хореографии мы видим два главных действующих лица. Чимин, он, как мужчина, и девушка, отражение его второго «я». Почему отражение? Элемент в хореографии – зеркальный танец, не просто парный танец с девушкой, а танец с самим собой. Если бы Чимин хотел поставить просто парный танец с девушкой, он не акцентировал бы зеркало. Также в клипе, как и в фотосессии в альбоме B, вы можете заметить макияж, серебристая линия под глазом, и серьгу только на одной части его лица Чимина. На Чимине надеты штаны с изображением гея-фотографа, что тоже стоит добавить в копилку элементов, отсылающих к его нетрадиционной сексуальной ориентации. Потому что Чимин не делает ничего случайно, а ведь это не единственная отсылка в клипе к ЛГБТ. Все настолько не случайно подобрано, что танцор, работающий с Чимином для выступления на Джимми Фэллон, был настолько вдохновлен атмосферой, что решил совершить свой каминг-аут, признавшись своим подписчикам в Инстаграм о своей идентичности. Что же вдохновило его, ее сделать такое признание? Совершенно точно это не гетеросексуальность, которую так желают видеть в Чимине скептики, отнюдь не она. О том, как сложно было Чимину быть кем-то другим, и как он рад наконец-то быть самим собой, вы можете услышать от самого Чимина, отсылка к дебютным годам, когда они следовали навязанным им образом. В случае Чимина это образ крутого парня. 제가 인사하는 게 기억이 많이 다시는 보고 싶어요. 뭔가를 많이 하고 싶은 친구였구나 많이 느꼈고, 그래서 정말 사람되었구나 많이 느꼈고, 그때는 강한 척을 하고 싶은 아이였던 것 같고, 지금은 척은 안 해도 되는
느낌일 것 같아요. 그냥 자연스럽게 얘기할 수 있는. 열심히 하더라. 감동 많이 받았어. 너가 그렇게 열심히 하려고 하는지 새삼 느껴지더라. 정말 뭔가 많이 보여주고 싶은 눈이었어. 근데 뭔가 좀 미안하더라. 충격적이고 어서 지금의 나로 오렴. 많은 걸 느끼게 될 거야. Возвращаясь к теме бисексуальности Чимина, мысли, о которой навевает нам его фотофолия, хотелось бы также отметить еще несколько пасхалок, указывающих на это. Стиль волос в баттер. Белоснежные волосы Чимина были выкрашены в сине-фиолетово-розовые пряди по его личному желанию. Нельзя также не заметить, что Чимину нравится быть привлекательным для обоих полов. Неважно, мужчина или женщина, обаяние Пак Чимина заставит тебя обернуться. Также неоднократно мы слышали намеки и от мемберов, где-то вскользь, случайно, где-то в шутку. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Например, есть Намджун, который говорит о том, что мужчин не волнуют традиции о дарении подарков, но Чимин, он великолепен. Также у нас есть Тэхён, который на Super Junior Eskiz The Radio в 2015 году сказал, что Чимину вроде нравятся мужчины. 아 귀엽더라고요. 그래? 네, 막내다 보니까 아무래도. 좀 약간 남자 좋아하는 거야. 넌 안 좋아해요. 아 그래? 착각을 하고. Шутки шутками, но Чимин не стал отрицать того, что ему нравятся мужчины. И самое главное, есть Чон Бук, который поддерживает Чимина больше, чем кого-либо из остальных ребят, потому что их отношения действительно особенные. Он делает для него исключительные вещи, и кое-что из этого нам интересно прямо сейчас. Какое удачное совпадение, что лампа-проектор именно в этот эфир меняет свое привычное свечение северного сияния на совершенно другие цвета, которые окрашивают его комнату в оттенки бисексуальности. Немного ли совпадений на одного человека? Так как мы рассмотрели более мягкую и феминную сторону Чимина, справедливости ради, хотелось бы отметить также его мужественную и дерзкую сторону, так как он абсолютно точно не лишен и ее. Ведь в этом и заключается смысл бигендерности. По словам фанатов, взгляд Чимина иногда очень трудно выдержать из-за особенно тяжелой ауры. Оно и понятно, никому не нравится, когда нарушают его личные границы, и уже конкретно в этом случае Чимин не будет вести себя с вами вежливо и учтиво. Он будет метать вас молнией глазами до тех пор, пока вы не осознаете, что перешли черту дозволенности между фанатом и артистом. Я не хочу сказать, что он такой всегда. Все, безусловно, зависит от атмосферы, обстановки и обстоятельств, при которых состоялась ваша встреча с кумиром. Кому-то везло больше, кому-то меньше. В любом случае, взгляд Чимина не всегда выражает привычную нежность и добродушие. Нередко Чимина можно увидеть сидящим, раскинув ноги пошире, и это типичная мужская привычка. Make some noise, yeah!
Как вы понимаете, Чимин отлично сочетает в себе обе эти стороны, женское и мужское, и в зависимости от обстановки мы можем видеть проявление той или иной стороны его идентичности. Он мужчина от рождения, но его личность двойственна, и он комфортно с этим сосуществует, как и окружающие его люди. Его семья, его мемберы и мы, те, кто его любит, слышит, видит и понимает. Именно эта дуальность Чимина и наталкивает на мысль о его бигендерной идентичности. Не стоит принимать это как истину, потому что это личные рассуждения, основанные на вышеуказанных фактах. Но одно я могу сказать, пожалуй, точно, Чимин не гетеросексуален, и очень хотелось бы верить в то, что когда-нибудь люди научатся уважать чужую ориентацию, идентичность, и не будут считать это чем-то неправильным и тем, что можно назвать пороком. Каждый из нас – личность. Каждый из нас хочет жить, как хочется лично ему, а не как пожелает общество. Каждый из нас хочет любить того, кто нравится ему, а не кого люди вокруг посчитают удобным. Так что, пожалуйста, любите Чимина, независимо от его идентичности и сексуальных предпочтений, он этого достоин.